Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему 5 обычных сегодня вещей, которые для советского мужчины были постыдными. Еще несколько десятков лет назад существовала великая страна, которая называлась Советским Союзом. И по ряду причин люди, жившие в этой стране, сильно отличались от жителей современной России. В те далекие уже времена жизнь была размеренной. У обывателей был четкий распорядок не только на день, на неделю и даже на много лет вперед. И если у кого-то из советских людей жизнь складывалась как-то иначе, то окружающие ему или завидовали, или осуждали всем миром. Да, многое изменили лихие 90-е, и в наше время в обществе царят совсем другие настроения. Поэтому неудивительно, что многое из тех вещей, на которые мы сейчас вряд ли будем обращать внимание, в те времена для социума были совершенно неприемлемы. Более того, за некоторые сейчас вполне обычные дела в Советском Союзе отправляли в места не столь отдаленные и на весьма внушительный срок. Здоровый образ жизни. Безусловно, в СССР была довольно мощная пропаганда физического воспитания и здорового образа жизни, когда люди бегали в трусах и получали за это призы и награды. В особенности это было актуальным для периода истории, когда Советский Союз еще только зарождался, при этом рвал жилы, чтобы обеспечить жителей сначала продуктами, затем оружием, готовясь то ли к иностранной интервенции, то ли к новой мировой войне. Однако обычные люди, несмотря на пропаганду, выполняли все заветы Владимира Ильича как-то формально, продолжая курить и выпивать для сугреву. Потом, когда началась война, стали выдавать фронтовые да махорочки чуток. А люди, которые не выпивали и не курили, для всех остальных стали странными. Их просто не понимали. Как это не посидеть с папироской, не отдохнуть немножко, да не выпить 50 грамм водки, которая к тому же была халявной. Конечно, изредка встречались советские граждане совсем без вредных привычек, однако остальным с ними было неинтересно. Так уж повелось, что у многих, как правило, необразованных людей, разговор завязывался только после первой, а то и второй. Страна спивалась, ведь все рабочие, отпахав смену на заводах и фабриках, шли в ближайшую разливайку или соображали у магазинчика за углом. Все праздники и домашние застолья не обходились без алкоголя, люди пили много. Да что тут говорить, рыбалка, охота или какие-то мужские дела в гараже, где обычно собиралась компания больше 2 человек, редко обходились без употребления горячительных напитков. Откровенные проблемы с пьянством в советском государстве начались лишь к концу 1970-х годов. До той поры, особенно в мужском коллективе, на непьющих и не курящих смотрели искоса, а те мужчины, что вообще не пили и не курили, считались чудаками, из компании они выпадали, их даже не звали. Да и сами они старались никуда не ходить, так как все присутствующие обязательно напивались, а трезвому на пьяных смотреть вообще не интересно, да и страшно. В отношении курева вопрос обстоял точно так же, ведь в те времена курили почти 80% жителей страны, включая женщин. Тогда вообще курение не было чем-то зазорным для советского общества. На агитационных плакатах без какой-либо цензуры рисовали сигаретки, а в советских мультиках тот же «Ну погоди» без всяких фильтров изображали курильщиков. Почему-то считали, что курение повышает производительность рабочих, помогает наладить дружбу и товарищество. И, разумеется, курили не только люди рабочих профессий, но и учителя, профессора, артисты. Да, на пачках сигарет была рекомендация, что курение опасно для вашего здоровья, но лишь как забота о здоровье, а не метод борьбы с курением. И борьбы-то никакой не существовало, по крайней мере на законодательном уровне. Курить разрешалось практически везде, даже в самолете. Потому на тех советских мужчин, кто не курит, даже женщины смотрели с сочувствием. Холостяк к 30 годам. В то счастливое советское время молодежь обзаводилась семьями довольно рано. Многие ребята в деревнях и селах женились сразу после армии, то есть в 20-21 год. Те, кто учился в институте, женились чуть позднее, после окончания учебного заведения. Причем городские парни ходили в холостяках чуть дольше, чем сельские ребята, но уже к 24-25 годам супругу находил себе практически каждый. На это были веские причины. Первая кроется в консервативных взглядах советского общества. Впрочем, так было и в западных странах. По традиции, шедшей еще с глубины веков, добрачные отношения осуждались. Так не только не принято в обществе, но и просто негде было развивать эти добрачные отношения.
Ведь простые советские парни, как правило, не имели своих квартир, да и жен поначалу приводили к родителям, и только потом могли обзавестись своим уголком, встав в очередь на получение жилья по семейным обстоятельствам. Вторая причина была еще более существенной. Дело в том, что в стране Советов практиковался налог для холостяков, так называемый налог на яйца. Помимо обычного удержания зарплаты, государство еще удерживало 6% зарплаты мужчин, если они после 20 лет не обзаводились собственной семьей. Правда, те холостяки, кто получил высшее образование, начинали платить после достижения 25 лет. В силу этих причин холостяков старше 30 лет оставалось очень мало. Молодые мужчины становились отцами, на праздники и посиделки ходили с женами, и в таких компаниях неженатые чувствовали себя неудобно. Кроме того, сплетники за глаза говорили, мол, с парнем-то что-то не в порядке, раз никак не женится. Этого старались избегать. Даже на месте работы застарелые холостяки не очень привечались. В КПСС таких неженатиков не принимали, на руководящие должности не назначали. Разумеется, в советское время никто не заставлял принудительно жениться. Однако холостяки старше 30 лет выглядели самыми что ни на есть белыми воронами в глазах советского общества. Уклонился от службы в армии. Как и в любой другой стране, где действует регулярная армия, в Советском Союзе были граждане, старавшиеся от нее откосить. К сожалению, с течением времени таких уклонистов становилось все больше и больше. Однако в целом процент откосивших от срочной воинской службы относительно всего мужского населения был невысоким. Так уж повелось еще со времен Гражданской войны в России, что к армейской службе относились трепетно. Это было почетной обязанностью молодого человека, как бы пафосно сейчас это ни звучало. Еще во многом это отношение было связано с опытом целого поколения во время Второй мировой войны. Ведь большинство жителей Союза в сознательном возрасте прошло через период истории, когда не только страна, но и все население нашего государства в случае поражения физически перестало бы существовать. Вплоть до конца 1960-х годов мужчины в советской армии служили 3 года, в морфлоте 4 года. Потом срок военной службы сократился до 2 лет, а морфлот стал 3 года. Армию в те годы считали школой жизни, которая делает мальчишку настоящим мужчиной. Конечно, дедовщина и землячество в армии и в те годы практиковались, но не так сильно, как в конце перестроечных и в 90-е. Считалось, что молодой мужчина, не прошедший воинскую службу, это уже не мужик. То есть те парни, кто в армии не побывал, на самом деле или больные, или дурачки. А вот мужчины, достойно отслужившие все положенное им время и вернувшиеся домой в парадной форме, считались красавцами, завидными женихами. И вообще в советские годы на военные темы снимали много фильмов, писали книги, пропагандировали профессию военных, потому людей в военной форме уважали. А уж о девушках и говорить нечего. Если жених был военным, все завидовали невесте, которой достался сильный и статный красавчик. Изменилось отношение к армии как к почетной обязанности только в годы войны в Афганистане. В 80-х многие молодые люди старались откосить, чтобы не попасть в ту мясорубку. Впрочем, слом наступил не столько из-за трагичности и бессмысленности той войны, сколько из-за окончательного разложения политической системы, коммунистической идеологии, а затем и распада Советского Союза. Правда, все это время, начиная с 1960-х, можно было на вполне законных основаниях избежать полноценной армейской жизни. Военкомы давали молодым людям отсрочку за рождение 2 детей или женитьбу на матери-одиночке. Еще можно было поступить в вуз, где имелась военная кафедра. Во время учебы ездить только на сборы и в итоге, без особого напряжения, получить офицерские погоны. Считает себя меньшевиком. Меньшевик в нашем случае – это не политические воззрения того или иного человека, а его половая ориентация. Стоит отметить, что и в современной России голубые граждане среди широких масс по-прежнему, мягко скажем, не приветствуются, так как для большинства российских жителей люди нетрадиционной ориентации остаются самым что ни на есть шоком. А оставшаяся часть народа, кроме самих ЛГБТшников, относится к голубым умеренно сдержанно. Кроме того, на государственном уровне всегда существовали законы, запрещающие пропаганду голубизны. Тем не менее, в России отношение людям другой сексуальной ориентации после 1991 года стало гораздо лояльней. Они пытались даже гей-парады устраивать в крупных городах, но все это дело пресекалось. В последнее время за пропаганду ЛГБТ и демонстрацию этой, так сказать, культуры поведения в России наложили более жесткий запрет. Однако столь жесткой борьбы с гомосексуализмом, как была в СССР, теперь в России все-таки нет. А уж в Европе это дело так вообще процветает.
Начнем с того, что в Советском Союзе, как и в большинстве других стран примерно до 90-х годов 20 века, существовало уголовное преследование за мужеложство. Раньше мужчин, которые не интересовались женщинами, могли не только осуждать в обществе, но и отправить за решетку по статье номер 121 УК РСФСР. А уж в тюрьме таких красавчиков ждали нелегкие денечки. Потому люди, впрочем, их было довольно мало, в душе считавшие себя человеком с нетрадиционной ориентацией, тщательно скрывали свои наклонности. Они женились, заводили семьи, растили детей. Находились, конечно, и такие, кому удавалось тайно встречаться со своими голубыми половинками где-нибудь вдали от людских глаз. Но секрет свой голубые хранили. Зато мужские поцелуи в засос, которыми злоупотреблял Леонид Ильич Брежнев, считались совершенно незазорными. Целуйся, сколько влезет. Это ведь знак дружбы и просто выражение своих эмоций. Зарплата меньше, чем у жены. До революции 1917 года положение прекрасной половины человечества в Российской империи оставалось во многом закрепощенным. А советская женщина получила намного больше прав. В СССР равенство между мужчинами и женщинами закреплялось Конституцией. Однако, несмотря на эти равные возможности, старые пережитки мышления и стереотипов в головах советских людей все еще никуда не делись. Одним из таких пережитков было убеждение, что муж всегда должен зарабатывать больше своей жены. Мужчина – это добытчик в семье. Именно он должен добывать деньги на все, чтобы его жена и дети ни в чем не нуждались. Что поделать, еще со времен крестьянских общин такое воспитание мальчиков и девочек в советском обществе все еще оставалось. И если вдруг благоверная умудрялась занять более высокую ступеньку по карьерной лестнице, муж сдувался. Может быть, его и устраивало такое положение дел. Зарабатывает жена, и хорошо, в доме достаток. Но ведь неудобно перед родственниками. А если супруга трудится на том же предприятии, что и муж, то ему становится стыдно перед коллегами. Потому мелко плавающие мужики в СССР частенько превращались в домохозяек или, что еще хуже, спивались. А успешная жена старалась развестись с таким тюфяком, на что он ей такой, безуспешный. Вот такие дела творились в СССР. Есть много причин того, что советские люди отличались от наших с вами современников. И сейчас еще остались те, кто хорошо помнит то время, для кого-то счастливое, а для кого-то не очень. Но всех изменила эта перестройка и эти лихие 90-е, изменив нравы и понятия. К сожалению, поменялось все это, как показывает история, далеко не в лучшую сторону. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.